Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Умрет ли госпожа Фикрии? Что будет делать Аля, если ее мать умрет? Почему он застрелил Джихана Халиса, не узнав правды? Он действительно умрет. Узнает ли Джихан, что Майн беременна от него? Продолжит ли Джихан и Аля сближаться? Что сделает Джихан, когда выяснится, что Садакат Ханем солгала? Что произойдет, если Аля узнает о ребенке? Будет ли провален план Садаката и Мини по разлучению Джихана и Алии? Будет ли раскрыто, что ребенок Зериен – ребенок Каи? Сможет ли Джихан узнать, кто убил барана? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан узнал, что Мина беременна, и убедился, что это не он, положите конец этой детской проблеме и расскажите Алие о ребенке как можно скорее. Не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. К сожалению, Фикрии Ханем решила убить Халиса, чтобы отомстить и избавиться от клеветы, которую тот на нее напустил. Несмотря на указания Халиса Джихана, когда он сбежал из тюрьмы, на его пути появилась Фикрия и направила на него пистолет. Пока он ждал, что она начнет настаивать на том, что он ее клевещет, Халис выстрелил Фикрии прямо в грудь. Аля, которая была с ней в тот момент, очень обиделась, когда ее мать встала на колени перед Фикрией Ханем, чтобы ее не обидели. Ее мать, которая, как она думала, все эти годы предала ее, на самом деле делала все для ее же блага. Аля, которая годами тосковала по матери и не могла не злиться, очень любила ее, даже если и не показывала этого. Когда Халис застрелила ее мать у нее на глазах, Аля не знала, что делать, и начала плакать, говоря: «Мама, мама». В этот момент к ним подошел Джихан и застрелил Халиса, который застрелил Фикрии. Госпожа Фикрии погибнет после этой серьезной травмы, которую она получила от уже больной женщины. Аля, с другой стороны, не сможет вынести боли от потери матери, будет много плакать и грустить. Джихан всегда будет рядом с ним и постарается оказать ему моральную поддержку в этом процессе. Он будет сердиться на себя за годы, проведенные без матери, и за то, что плохо ее знал. Она пожалеет, что поверила тому, что услышала о своей матери, и почему ей никогда не следовало разрывать с ней связи, несмотря ни на что. Джихан подумает, что безрассудство Халиса, который убил кого-то, стало причиной смерти барана, и поэтому он застрелит его. Однако место, где Джихан застрелил Халиса, похоже, не могло стать причиной его смерти. Он вызовет скорую помощь, чтобы немедленно отвезти Халиса в больницу и обеспечить ему лечение в его собственной больнице таким образом, чтобы он не смог сбежать. В ходе этого процесса, как только Халис придет в себя, он допросит его и заставит рассказать, кто убил барана. Фикрия поняла, насколько Мини вредна для счастья ее дочери и как она положила глаз на Джихана и рассказала Наре о своих подозрениях. Он произнес эту речь, думая об арбузной корке и планируя устранить инцидент, прежде чем Аля расстроится. Это сработало очень хорошо. Как только Наря узнала, что Мини беременна и что ее мать Садакта Ханем знает об этом, она сообщила об этом Джихану. Джихан первым делом проверил свою мать, но, конечно же, Садакат Ханем не выдала ее секрет. Следующий шаг Джихана будет направлен в сторону Майн. Хотя Майн это отрицает, Джихан отведет ее к гинекологу и попытается выяснить, есть ли ребенок и его ли это ребенок. Отныне все попытки Майн скрыть это будут тщетны. В последнее время у Джихана и Алии дела идут довольно хорошо. И даже ведут себя очень близко и дружелюбно по отношению друг к другу. Хотя такое развитие событий радует, есть проблема с ребенком, которая беспокоит нас, особенно Джихан. Хотя Джихан знает, что он очень любит Алью, он очень боится, что если услышит о ребенке, это вызовет разлад между ними. Поскольку смерть матери Алии приближается, Джихан, возможно, не захочет скрывать от Алии беременность Майны. Если он это скроет и это выплывет наружу, то он подумает, что Аля его не простит. Когда Джихан встретится с Майн и услышит от нее, что его мать тоже хочет этого ребенка, он очень рассердится на Садакат.
Как всегда, между Джиханом и Садакат Ханем, которая принимает решение от имени своего сына, разгорится очень жаркий спор. Из-за этого разговора Аля может узнать о ребенке. Госпожа Садакат будет кричать, что хочет избавиться от Алии и что у нее родится недоношенный ребенок от ее собственной крови. Он сделает это специально, чтобы Аля услышала. И он добьется своей цели и объявит об этом Алие. Когда Аля услышит это, она спросит Джихана, правда ли это, и в гневе уйдет в свою комнату. Джихан и Нари пойдут за Алией и расскажут ей обо всем, что произошло, а также о возможности того, что ребенок не от Джихана. В конце концов, Аля тоже знает, что Майн и Джихан когда-то были вместе и поймет возможность такой ситуации. Но она спросит Джихана, что он думает о женитьбе на ней или нет, и скажет, что если он хочет, то может забрать своего сына Дениза и уехать. Джихан будет очень зол на это предложение и скажет, что он никогда не откажется от Алии или Дениз и что он не может жить без них. Он может сказать, что никогда не думал о браке с Майн и что он вел себя так, будто жил с ней, чтобы она не покончила с собой из-за того, что произошло в прошлом, но что некоторые нежелательные вещи происходили, когда он был пьян из-за ребенка. В то же время, когда Джихан говорит Мине и Садыку, что его цель – порвать с Алией, Аля ему верит. В этом случае все планы госпожи Садакат и Майн пойдут на смарку. Если Майн не пройдет тест, чтобы узнать, кому принадлежит ребенок, Джихан скажет, что он не хочет этого ребенка и попросит ее сделать аборт. Если госпожа Садакат и Майн решат спрятать Майн, чтобы период аборта прошел, это еще больше осложнит ситуацию. В это же время отец Демира, который также сказал, что ребенок Зерин от Каи, хотел отвезти Зерин к Шахину и оставить ее там, но там была Кая, и Демир пришел за ними, чтобы остановить их, и события приняли другой оборот. Демир заставил отца отступить, пригрозив ему, что тот скажет, что баран убил его. Вот тут все становится немного запутанным, но пока ничего не ясно. С другой стороны, из-за Демира, который ранее сказал Зерин, что он причинит боль Кае, Зерин сказала, что ребенок от Демира. Кая была очень разочарована, когда узнала, что ее возлюбленная, которая, как она думала, носит его ребенка, собирается родить ребенка от Демира. Отныне Кая сделает все возможное, чтобы не видеться с Зерин, потому что он верит в нее. Потому что каждый раз, когда он видит Зерин, он будет сильно страдать и ему будет трудно держаться от нее подальше. Эта ложь не будет раскрыта, пока Демир не освободит Зерин, и Кая всегда будет знать, что ее собственный ребенок – это ребенок Демира. Джихан не остановится, пока не узнает, кто убил барана. Джихан, у которого на уме не одна, а 1000 проблем, будет продолжать черпать силы от Алии и Дениз, даже несмотря на то, что он очень устал и измотан. Если вы спросите, кто убил его брата барана, я думаю, что это был не Экмель. По его собственным словам, я любил ее по-другому, сэр, она училась и работала, я бы не причинил ей вреда. Остались только Халис, Латиф и Надим. Посмотрим, сможет ли Джихан выяснить, кто настоящий виновник и кто убил барана. Как вы думаете, мог ли Экмель убить барана? Что будет делать Аля после смерти своей матери Фикрии? Если Халис выживет, скажет ли он, кто убил барана? Сможет ли Джихан узнать, его ли ребенок у Мины или нет? Спрячет ли госпожа Садакат Майн, чтобы Джихан не навредил ребенку и не был вынужден сделать аборт? Позволит ли Зерин Демиру стать отцом ее ребенка? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.